Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете по средам нашей встречи с Костем Бондаренко. Он на связи прямо сейчас. Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, всем большое спасибо, что следите за нашими выпусками, следите за прямыми эфирами, участвуйте в них персонально, так сказать. Это сделать можно в несколько способов. Сразу, как по нескольким каналам, значит, QR-код, который видите на экране, возможность написать, чего хотите прямо на экране, вопрос задать, с этих вопросов будем начинать. Также есть другой сервис, как поддержать канал. Спасибо за суперчаты, суперстикеры, вы большие молодцы. Если работает у вас это, значит, и вы этим пользуетесь, значит, вы прям, вам просто неимоверная благодать в карму. Также можно абсолютно открыто оставлять вопросы в сообществе YouTube и клуб, закрытый клуб, открыто и закрыто можно это делать. Закрытый клуб в телеграм-канале Шелест. Милости прошу. Подсоединим чат трансляции, естественно, в самом конце и в самом начале. Ну и прежде я хотел бы всем порекомендовать подписаться на Костя Бондаренко. Сделать это просто по ссылке, гиперссылке в описании к этому видео. В общем, милости просим, так сказать, на злобу дня. Его выходы в свет, имеется в виду к вам, с такими же, то, что у нас блоком, да, есть прям целая рубрика ответов на вопросы, поэтому, в общем, с удовольствием приглашаю всех задавать вопросы и на канал Константина Петровича. Константин Петрович, давайте перед тем, как я оглашу наше сегодняшнее голосование, в конце подведем итоги. Хвастайтесь, вас можно поздравить, слушайте. Наконец-то о чем так долго свершилось. говорили большевики, то, чего с таким нетерпением ожидал пролетариат всего мира, совершился, да, как сказал бы вождь мировой революции. Нет, на самом деле очень долгий процесс запуска нового издания Джокера уже в Европе непосредственно, уже с указанием там ISBN и указанием места издательства. Вот, он уже появился уже с указанием на обложке, что относительно автора введены санкции, и, соответственно, издание есть на русском и на английском языке. Вот. Так что есть. Уже на следующей неделе обещаю, что будет представлено на франкфуртской книжной ярмарке, а дальше попадет уже в книжные сети. Так что те, кто меня спрашивали, вот и в прошлой нашей программе задавали вопрос относительно того, где, когда и доколе. Вот. Так вот, уже вот-вот скоро будут. Уже люди, которые там оставили заявки, они получат в самое ближайшее время книги. Да, друзья, поэтому, в общем-то, ищите в телеграм-канале Костя Бондаренко, каким образом достать вот это печатное издание. И, конечно, поздравляем Константина Петровича с тем, что вот становится международным Джокер, и его читают... Совершенно. Я уже говорил, что вот буквально 2 недели назад подписал контракт с одним из венгерских издательств относительно публикации на венгерском языке даже. Да, друзья, перейдем к нашему опросу. Тут в чате трансляции вообще нет вариантов, что это такое. Слушайте, не нравится, не голосуйте. Дело же такое. Значит, я предлагаю пофантазировать. Смотрите, есть 4 условия, и какое из них вы бы приняли, да, при условии, что завтра заканчивается война. Ну и здесь, собственно, вот что в Украине вот остается, что самое безобидное из всего того, что предлагается. И варианты. Культ Бандеры и слава Азова, запрет церкви, имеется в виду украинской православной, запрет на русский язык и все на украинском языке, все на мове, или Зеленский еще на 1 срок. В общем, завтра война заканчивается, и бог с ним, пускай будет что-то из этих 4 вариантов ответа. Все говорят, как? Ничего же этого не будет, поэтому, собственно, и война. Однако, если мы говорим о каких-то уступках, то что самое безобидное, как вы считаете, Константин Петрович? А вы знаете, все, конечно же, сейчас раздражает, все делит. Вот, и чем-то какой-то компромисс, очевидно, будет достигнут где-то. Возможно, что компромиссы будут и по нескольким из этих пунктов. Я этого не исключаю. То есть я не исключаю этого. Вот. И, соответственно, знаете, постоянно в таких случаях вспоминаю известный афоризм великого Станислава Ежелеца, который сказал, что безвыходная ситуация – это ситуация, ни один из выходов из которых нам не нравится. То есть выходы есть всегда.
Варианты тоже есть всегда, но они нам могут не нравиться. Вот. Но как раз именно искусство дипломатии, особенно военной дипломатии, в том, чтобы как раз именно найти определенные компромиссы. Вот. Какими они будут? Вот пока что не берусь сказать. Ну, предлагается один из 4. Да, ну вот я же говорю, мне они не нравятся все, конечно же, как и нашим, как и нашим зрителям. Но, опять же, скажу так, что если на кону будет стоять мир или война, вот, любое из этих, если останется любой из этих пунктов, это будет означать только то, что война рано или поздно, достаточно, даже рано, но не поздно, снова вспыхнет. А почему мы пришли в такую точку, где, ну, вот, в общем, черное-белое, пан или пропал, где условно там, как бы, если Россия что-то из этого, ну, допустим, предположим, как бы согласится с чем-то, из этого или из другого, там же еще есть очень много таких пунктов Конечно. и подтекстов, то это будет означать полное поражение. Мы всячески говорим о том, что я сегодня, если честно, был поражен. Там Атлантик пишет о том, что Украина там вообще выигрывает, о том, что стратегически вообще это супер, 9 месяцев назад было хуже. Но любая уступка, что с одной, что с другой стороны, сразу приравнивается к какой-то капитуляции. Ведь это проблема, ну, чья? Украины, России или обеих стран? Потому что каждая сторона уверена в том, что их противники зашли в тупик, и вот-вот сейчас начнутся у их противников проблемы. Ни одна сторона не хочет соглашаться с очевидностями, что тупиковая ситуация у обеих сторон. Да, вот, скажем, Путин выступал вот вчера, вот в день своего рождения перед генералами, сказал о том, что мы уверенно продвигаемся и все прочее. Но извините, пожалуйста, если российская армия претендует на статус второй армии в мире, вот, то, соответственно, продвижение на 2-3 села в день, вот, или же там 5000 квадратных километров за год, это как-то не особо убедительное продвижение. Говорю просто. И знаете, что касается вот этих вот заявлений, что мы воюем не с Украиной, а со всем блоком НАТО, но это тоже это так себе просто заявление. Вот. И точно та же ситуация для Украины. Ну, извините, пожалуйста, за последние 3 года хоть одну победу покажите. Покажите хоть одну победу на фронтах. Вот. Взятие там нескольких сел в серой зоне, вот. Заход в Курскую область, ну, это авантюра, а не победа. Крынки – это авантюра. Вот. Последние действительно результативные действия вооруженных сил Украины – это ноябрь 2022 года. Все, после этого не было никаких результативных действий. Вот. Поэтому сейчас, понятное дело, что обе стороны должны прийти к пониманию, что необходимы переговоры. Более того, российская сторона говорит о том, что да, мы готовы к переговорам, но на наших условиях. Вот. И в первую очередь во главу угла ставятся территориальные условия. Тут в таких случаях, да, всегда возникает какая-то ключевая роль посредника. А посредника между Россией и Украиной нет. Это можно констатировать вот прям четко и ясно, потому что есть условно союзники Украины, которые посредниками быть не могут. Есть страны, которые, ну, например, там Китай, да, там Бразилия, они далеко им вообще как бы не до этого, и считается, что это как бы вот тот мир, который поднимает голову против гегемона, то есть получается вроде как союзники России. Хотя, ну вот как не пытался, например, там и не пытается сейчас Лукашенко стать этим посредником, но, понятное дело, там союзное государство и украинская элита, его власть, вот это, да, те, которые наверху оказались, его отметают. Хотя, по сути, я имею, как бы, ну, наверное, моральное право так говорить, что Лукашенко мог бы быть посредником, потому что речь идет там 3 народа: российский, украинский, белорусский, и вот как раз белорусы могли бы украинцев и россиян помирить. Но этого не происходит и не произойдет. А как долго мы сможем без посредников и к какому результату все приведет? По военной терминологии
Вот, Лукашенко это скорее не посредник, это парламентер. Вот. Он действительно связан союзническими обязательствами с Россией, он входит в ОДКБ и так далее. То есть Беларусь входит в ОДКБ. Поэтому в данной ситуации, понятное дело, что роль Беларуси, посредническая роль Беларуси была бы очень и очень востребована, если бы не несколько «но». Вот. Что касается второго аспекта, давайте говорить откровенно, что у этой войны есть еще и те, кто изначально стояли за Украиной, кто подталкивали Украину к этой войне, те, кто были заинтересованы в этой войне. Это Соединенные Штаты и европейские союзники Соединенных Штатов. Вот. Они тоже играют свою игру. Сейчас это две разные игры. И поэтому речь идет не только о том, чтобы найти общий знаменатель в отношениях между Россией и Украиной, речь еще идет о том, чтобы найти общий знаменатель по украинско-российскому вопросу, по вопросу дальнейших отношений, дальнейшего отношения к войне в Украине между Соединенными Штатами и Европой. И поэтому очень сложный вопрос. И в этом вопросе, вот поиске как раз консенсуса между разными участниками войны, между разными заинтересованными сторонами, Лукашенко точно не может быть посредником. Я хотел бы, продолжая тему посредника, вот сегодня же Путин прибыл в Таджикистан. И на этом визите есть сообщение, и, судя по всему, он встретится, да, с Алиевым. Сказать, что между ними там черная кошка пробежала, это ничего не сказать. Ну, то есть, это прям и риторика Азербайджана, и вообще... И вот эта встреча воспринята как абсолютно неожиданная. То есть, совсем недавно в Дании приезжал Алиев на саммите лидеров там стран Европейского Союза, они встречались с Зеленским в комнатке. Там комнатка была, и он по кругу вот это Санду, там вот эти все премьер-министры с Зеленским встречались. И была такая очень теплая встреча. Зеленский заглядывал в глаза, улыбался. Ну, потому что есть чем поживиться в Азербайджане. Это и плюс еще, видите, какая смена последних месяцев после вот этих там, этнических проблем у бывалых россиян. Я не говорю даже азербайджанцев. Я имею в виду ну, представителей там, разных диаспор в разных городах, криминального мира и так далее. И их как бы так вот прищучили российские спецслужбы, и вызвало это все такую панику и вот такое... Ну, мы с вами тоже это обсуждали, да? И тут вроде они садятся друг с другом, с Зеленским, и начинают говорить на английском. Но это абсолютно для лоха, это абсолютно для дурака, понимаете? Какой английский? О чем вы? Они сели на камеры, пошептались по-английски, а потом раз, и бизнес с азербайджанцами делают по-русски. И тут внезапно встреча Алиева и Путина. Почему ничего подобного, ну вот после таких нагнетаний и таких искр между двумя странами, как было с Россией и Азербайджаном, не приходится ждать по украинскому вопросу? Смотрите, требование говорить по-английски прозвучало со стороны службы протокола Зеленского. Это было предложение именно со стороны Украины, что давайте будем говорить по-английски. У Ильхама Гейдаровича очень хороший английский язык. Очень хороший. Вот. Он окончил в свое время МГИМО. Он не только, скажем так, по образованию дипломат. У нас вот Андрей Борисович Ермак тоже дипломат по образованию. Да? Вот, но немножко другая школа. Он потомственный политик. То есть он вырос в семье политика и так далее. То есть у него очень хорошая школа, скажем так. И Алиев, он абсолютно в рамках восточной дипломатии. Вот, он абсолютно может сегодня пообщаться с Зеленским, завтра пообщаться с Путиным. В Кремле чудесно знают причины изменения настроений Алиева. Они чудесно знают, что стоит на кону. Вот. И они чудесно понимают, что они знают Алиева, читают его полностью, и они знают, что на самом деле то, что сегодня происходит, это политические качели, политический торг. Вот. И возможно, что этот торг состоится в Душанбе.
Вот, так что, а что касается Зеленского, ну да, Азербайджан заинтересован в том, чтобы поставлять, например, нефтепродукты в Украину. Вот, у Азербайджана есть большие интересы, есть серьезные лоббисты даже на уровне власти, есть серьезные люди во властных структурах, которые лоббируют интересы Азербайджана. Поэтому почему не поговорить с Зеленским? Нет, ну понятно, что с Зеленским надо говорить, но С видите, как... Зеленским Азербайджан зарабатывает деньги. Вот. Что касается Так и с разговора с Путиным, Путиным, подождите, они с Путиным тоже деньги зарабатывают. подождите, нет, в первую очередь рассматриваются политические моменты, элементы большой политики, в которые вмешаны еще несколько государств. Константин Петрович, сейчас во главе угла становится очень интересная растяжка, очень интересный финт, который Банковая выкатила Европе. Причем это сделано настолько нагло, настолько, ну так вот, простите, в тупую, ну, это настолько так вот беспардонно, что тут не находишь, что и ответить. Сейчас уже полетели это, разослали темники депутатам. Депутаты это как бы строчат или у себя в соцсетях, или на эфирах, или на каких-то моментах. Европа будет платить зарплаты украинскому военному. Берут займ, кредит и ждут 6 миллиардов до конца года. Но тут же, понимаете, это же как посмотреть на эту историю, что украинскому бюджету не достает денег. С другой стороны, а если этих денег не будет, или дадут меньше, или дадут позже, то вполне себе зарплаты эти военные не получат уже в этом году, с 1 ноября, ноябрьскую не получат. И то же самое по поводу газа. Зеленский говорит, нечем защищать газодобычу, будем брать деньги и покупать у европейцев. А если там затянется на месяцок-другой? То есть мы на пороге катастрофы, причем по всем фронтам, и социально-экономическому, но и военному. Как вы думаете, эта игра, вот эта игра ва-банк? Да. Будем брать деньги, сжечь их, устраивать костры и греться. Да? Да, так что это, ну, это так приблизительно выглядит экономика в нынешней Украине. Что касается кредитов, хорошо, а чем отдавать? А готовы ли нам предоставить эти кредиты или готовы только обещать? Европа в последнее время много обещает, мало дает. Это отмечают очень многие украинские политики, в том числе министры. Говорят, нам обещали очень много. Каждый саммит заканчивается тем, что нам обещают несколько миллиардов. Но мы этих миллиардов пока не увидели. Их пока нет. Вот обещания есть. Вы воюете, как там, жарьте рыбу, да, так рыбы нет. Вы жарьте, а рыба будет. Да? Так вот приблизительно так же и в в отношении кредитов. Я, честно говоря, не знаю, на что надеяться. Вот, по крайней мере, пока что я вижу больше пропагандистской, бравурной там, какой-то мишуры, но очень мало конкретики. Нас ожидают, как вам кажется, сюрпризы. Я что имею в виду? Ну вот, например, мы подойдем к Они каждый какому-то вечер прилетают. к какому-то ужасу, ну, например, да, а потом скажут, ой, все, беда, и бегом быстренько под шумок спасать Украину, решать какие-то проблемы, спасать людей, и чтобы рот никто не смог открыть в сторону того, подождите, так вы согласились на условия Путина, там, Трампа, и все, и как бы война закончилась. Да, вы понимаете, что последний саммит, вот этот неформальный саммит Европейского Союза в Дании, в Копенгагене, он закончился фактически ничем вот, относительно Украины. Вы знаете, что многие вот, сетуют на то, что вот партия войны в Европейском Союзе, она не смогла убедить других членов Европейского Союза в том, что необходимо сейчас все-таки предпринять определенные действия, готовиться к войне. Не смогли пока убедить. Они не смогли убедить в необходимости именно полноценной поддержки Украины. Но в то же время замалчивается то, что часть государств, которые были представлены в Евросоюзе, вот, около 5 государств, по крайней мере, некоторые из них очень необычные, даже, которые раньше причислялись к партии войны, скорее. Они подняли вопрос о том, что необходимо сейчас нормализовать отношения с Россией. Вот. Во избежание разных энергетических, экономических и прочих неожиданностей.
Вот. Понятное дело, их не поддержало большинство, но не поддержало большинство, не получили большинство и те, кто ратует за продолжение войны. Так что тупик и здесь. Энергетический, скажем, коллапс, он уже идет так потихоньку, полегоньку, планомерно, выбиваются подстанции, опять Сумской район без света, понятно, там Шостка, Костры, а другие территории, там Харьков с перебоем со светом, веерные отключения, о них не объявляют, потому что они как бы не по всей стране, и, я так понимаю, это делают специально, потому что, ну, нельзя, да, всю страну опять в это погрузить, потому что вся страна будет задавать вопросы. Поэтому делают точечно, да, там, регионально, местечково. Но как это вообще расценивать с точки зрения военно-политической? Выбивая территорию и создавая на ней зону гуманитарной катастрофы, Россия какие решает задачи на фронте? И самый главный вопрос. То есть, если она это делает, то означает, что на эти территории она не будет заходить или не означает? Нет, это не означает, потому что, ну, по крайней мере, пока что у России есть определенный фронт, вот, который она пытается подвинуть, прорвать и так далее. Вот, и делать такие далеко идущие прогнозы относительно того, куда дальше продвинется, в самой России сейчас не берутся. По той причине, что все-таки есть рабочая формула, что Путин и Трамп договорились на Аляске о некоторых моментах, и Путин считает, что Трамп после решения некоторых вопросов внутри Соединенных Штатов, после решения вопросов внутри своей команды, он все-таки вернется именно к тем вопросам, которые были подписаны или рассмотрены, или было дано джентльменское определенное обещание на Аляске. По крайней мере, Соединенные Штаты не отзывали свою позицию по поводу того, что было в Анкоридже подписано. Что касается новой тактики, она далеко не новая. Практически каждая осень начинается именно с ударов по энергосистеме Украины. Таким образом, Российская Федерация пытается, скажем так, принудить к миру, вот, ну, на условиях России. Но в этом году еще добавились удары по железнодорожной инфраструктуре. Массированные удары по железнодорожной инфраструктуре, что означает, что в принципе сейчас будут отрезать вот эти железнодорожные сообщения между правобережной и левобережной Украиной. Не обязательно бить по мостам, но именно по железнодорожным сетям. Задача. Большинство техники, большинство боеприпасов и так далее поступают на восток Украины по железной дороге. Ну, получается, обрушить фронт. Практически да. Смотрите, Зеленский как бы заикнулся, а потом не повторял эту мысль о том, что давайте заставим Путина прекратить огонь по воздуху. Что это было? Ну, видите ли, этот вопрос поднимался уже неоднократно. Но дело в том, что пока что ни украинская, ни российская сторона не готова к тому, чтобы говорить о прекращении огня именно в воздухе. Вот. Ну, поднимался этот вопрос, еще я помню, то ли в конце весны, то ли в начале лета поднимался вопрос. Но потом положительное рассмотрение этого вопроса натолкнулось на то, что украинская сторона провела операцию «Паутина». Помните, 1 июня удар по аэродрому стратегической авиации, хотя на самом деле с точки зрения нынешней войны это никоим образом не послужило каким-то, не знаю, положительным аргументом для украинской стороны, положительным фактором. И после этого перестали говорить уже о прекращении взаимных обстрелов в воздухе. Возможно, что просто возвращаются к той точке, с которой ушли в мае, в начале июня 2025 года. Рябков сегодня говорит о том, что исчерпан этот импульс Анкориджа, выветрился. Он
Вы согласны с этим определением? И что означает этот ответ Москвы Трампу? Потому что, ну, погодите, многие, по крайней мере, да, и из моих собеседников говорили, что это какая-то игра. Сегодня Рябков говорит, что нет, не игра. И там... Я думаю, что все-таки игра. В российской дипломатии есть три основные говорящие головы, которые вот озвучивают те или иные темы. Это помощник президента Российской Федерации Ушаков, вот, это Рябков, заместитель министра иностранных дел, и сам министр иностранных дел Лавров. Вот. При этом Рябков является заместителем Лаврова и учеником Ушакова. Вот такие вот особенности. И, соответственно, Рябков как раз говорит очень неприятные вещи. Это такая игра в плохого следователя. В то время как Ушаков в основном говорит хорошие вещи, приятные вещи, оптимистические. Вот, игра в хорошего следователя. И поэтому я думаю, что в данной ситуации это как раз заявление, которое должно до некоторой степени заставить Соединенные Штаты реагировать. Вот, так что это главная задача заявления Рябкова. Получается, что Зеленскому получилось, удалось не Зеленскому переманить Трампа. Смотрите, Зеленский сам по себе ноль без палочки в этом отношении. Я уже говорил постоянно, что его раскрутили по принципу Микки Мауса, по принципу вот именно голливудских каких-то знаменитостей. Его накачали, условно говоря, и сделали из него определенный фетиш для Запада. Вот. В данной ситуации речь идет о взаимоотношениях между Соединенными Штатами, с одной стороны, и их европейскими партнерами, на которых все-таки Соединенные Штаты вынуждены обращать внимание, несмотря на то, что те капитулировали уже и стали вассалами. Но Трамп делает определенный шаг в их сторону. Второй аспект. У Трампа есть тоже своя команда. И треть этой команды это конгрессмены-республиканцы. Конгрессмены-республиканцы, которые настроены все-таки на то, чтобы вот эта политика Байдена, которая была до 2025 года, чтобы она частично продолжалась. Что не надо ссориться с теми же европейскими партнерами, надо все-таки вот эту глобальную повестку поддерживать, надо все-таки уважить и не надо идти на революционное ломание определенных основ американской политики. И сейчас, когда речь идет и о шатдауне, и о подготовке к выборам, промежуточным выборам в 2026 году и так далее, Трамп решил не особо ссориться с республиканцами-конгрессменами. Они ему еще понадобятся, что называется. Поэтому он действует по ленинскому принципу «шаг вперед, два шага назад». Вот. И вот эти вот танцы, шаг вперед, два шага назад, они будут определять его политику минимум год. Вот. Поэтому я не думаю, что полностью исчерпан запас или импульс Анкориджа, что, скорее всего, мы увидим сейчас несколько заявлений, несколько действий Трампа, которые будут противоречить Анкориджу, после чего снова американская сторона будет предлагать переговоры, снова полетит Уитков в Москву, или там Дмитриев полетит в Вашингтон, снова договорятся о телефонном звонке или о встрече, или же будет некий саммит, на котором там встретятся Путин и Трамп, снова сделают шаг вперед, для того, чтобы снова сделать два шага назад. И это будет под этим как раз знаком будет проходить политика американо-российских отношений в ближайший год, как минимум. Угу. Но томагавки дадут. Пообещают. Ага, скажут. А как это? Томагавки дадут, а пусковой установки нет. Именно. То есть, более того, многие военные уверены, что томагавки уже на территории Украины еще с 24-23 года. Но разрешения на их использование пока нет. Предоставить томагавки – это не значит, что переслать их через Атлантику, привезти, выгрузить и разгрузить. Это значит дать все возможности, смотрите, для того, чтобы запустить. Подождите, но у него, если даже будет рогатка у Зеленского большая, да, и томагавк, он будет его из рогатки запускать, потому что Зеленский же четко, ему очень нужно, скажем так... К счастью, томагавк из рогатки запустить невозможно. Но Зеленский будет дальше провоцировать, эскалировать и нагнетать, и накручивать.
Потому что Зеленский знает, что его пребывание у власти вот, ровно до тех пор, пока идет война. После того, как закончится война, он будет абсолютно никому не нужен. Ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни тем более собственному народу. Поэтому для него война – это способ самосохранения. Европа чудесно понимает, что ее фактически нынешний статус-кво европейских элит и так далее – это тоже война в Украине. Войной в Украине прикрывается большое-большое количество проблем, которые существуют в Европе. Вот. Потом придется держать ответ за то, что ради чего воевали, где деньги налогоплательщиков, кто принимал решения и так далее. Вот. Что получили в результате. И поэтому сегодня и европейские лидеры, которые кричат, что вот если остановить войну в Украине, то завтра Россия нападет на Европейский Союз, и Зеленский вот со своей командой, они кровно заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. Ядерный ответ. Это то, чего хочет Зеленский добиться от Российской Федерации, и что тогда в этом сценарии мы получим? Какую картину? Вы знаете, на самом деле ядерный ответ, я более чем уверен, что ядерное оружие применяться не будет в данной ситуации. Природа российско-украинской войны такова, что Украина не является основной целью. Украина – это в первую очередь поле противостояния между Западом и Россией. Вот. Нигде Россия ни разу не сказала, что они воюют с Украиной, что они хотят присоединить Украину в качестве очередного субъекта федерации или же федерального округа к Российской Федерации, что они хотят сместить нынешний режим, поставить другой. То есть нигде это не заявлялось. Вот. Но при этом претензии основные именно к Западу, а Украину рассматривают именно как некое государство, в котором поставлен марионеточный режим, который профашистский. Ну, это я просто перечисляю то, что официальная идеология российская говорит. Так вот, бить по этой территории ядерными боеголовками, скажем так, было бы странно со многих точек зрения, в первую очередь вопрос стратегии. Вопрос стратегии, потому что чудесно понимают, что в Москве чудесно понимают, где настоящий противник находится. А бить туда, как-то пока что, наверное, считают рано. Вот. Да, в России чудесно понимают, что настоящий противник находится не в Киеве, он находится в Лондоне, в Берлине, в Париже. Вот. Бить туда они точно не будут. А какой смысл бить по Украине? Если, подождите, туда не могут ударить, будут бить сюда. И зачем? Послушайте, потому что... Значит, надо ее использовать. Потому что за Украину никто не вступится. Нет вот этого НАТО. Нет, так в том-то и дело. А зачем? Зачем тогда в этой ситуации? Во-первых, Украина находится рядом. Военные неоднократно говорили о том, что бить по сопредельной территории ядерным оружием – это на самом деле опасно для того государства, которое использует это ядерное оружие. Радиационное загрязнение может накрыть частичную территорию, если, конечно же, речь не идет об ударах по Львову, Ивано-Франковску, Тернополю или Ужгороду. Это первый момент. Второй момент – это то, что сейчас попросту стороны используют само понятие ядерное оружие больше в пропагандистских целях, как российская сторона, так и украинская. Только какие-то заходят в тупик переговоры, переговорный процесс, сразу же в Украине начинают пугать тем, что вот скоро ударят ядерным оружием по Украине. Это уже 3-й или 4-й раз за войну. Вот. Причем вот точно наши источники сообщили и прочее, что готовится, едва ли дата не указывается, едва ли не время не указывается и прочее. И в России тоже появляется твит Медведева, потом статья Караганова и прочее, тоже уже неоднократно о том, что надо применить ядерное оружие. Соответственно, это создает определенную нервозность непосредственно среди простых граждан в Украине и нервозность среди европейских политиков, которые становятся вроде бы более покладистыми в этом отношении, когда речь снова заходит очередной раз о ядерной угрозе. Зачем Меркель вышла и обвинила Прибалтику, Польшу и ковид в том, что Путин начал СВО? Смотрите, дело в том, что Меркель таким образом напоминает о себе. Это первое.
Второй момент, При мне кажется, живом-то Мерце. именно при живом-то Мерце, особенно учитывая отношения между Меркель и Мерцем, в свое время Меркель пыталась политически уничтожить Мерца. Вот фактически у него не было карьерного роста благодаря Меркель. Вот она его постоянно зажимала. Ну и в данной ситуации, я думаю, что при живом-то Мерце как раз Меркель пытается показать, что она была более успешной. Вот, и плюс ко всему переложить многие проблемы, которые возникли во время ее канцлерства, переложить на других, обелить себя. Мгм. Знаете, я А, в таких случаях вспоминаю эту историю о том, как в свое время Сальвадор Дали написал мемуары, в которых он очернил маршала Мастрояни, там, ну, фактически оболгал его. Вот. Маршал Мастрояни, удивленный, приезжает к Сальвадору Дали выяснять отношения, говорит: зачем ты это сделал? Это же все неправда. Вот то, что ты написал. Что он сказал: своими мемуарами я хочу поставить памятник себе, но не тебе. Вот в такой ситуации вот оказалась и Меркель. Она решила поставить памятник себе, но не другим. Константин Петрович, ну, смотрите, понятно, что Меркель обеляет себя, потому что все же помнят сакраментальное. Мы тянули с Минским, ничего не договаривались, чтобы Украина могла подготовиться. Ну, то есть, пытается как-то переиграть через какое-то время, это видно. Однако, если мы подумаем о том, что Украину ждет дальше, война или мир, какие-то очень странные политические процессы происходят. Значит, с утра там в одном из изданий западных пишут: все, Залужный начинает предлагать места в Раде. И задаются вопросом: погодите, так он же вроде как президент, в президенты шел. Так у него будет партия, он в Раду собрался или в президенты? Потом дальше там всякие, скажем, такие инсинуации, да, вот комментарии о том, что вот Залужный, вот он такой-сякой, вроде как и вбросили его имя, и вроде как очернили. К вечеру сам Залужный, представители его команды, не названные в западной прессе, говорят: нет, это неправда, идет война, что вы раскачиваете лодку, крыс тошнит. Зачем это нужно именно сейчас? И кто против кого или на кого играет? Смотрите, Intelligence Online, да, это издание, интернет-издание, там с супердорогой подпиской и так далее, они сегодня действительно написали статью, посвятили ее Валерию Залужному. Вот. Игра, очевидно, кстати, Intelligence Online – одно из тех изданий, которые имеют очень многих представителей в Украине, по крайней мере, достаточно большое количество их корреспондентов в Украине. Вот. Я подозреваю, что статья вообще появилась скорее как результат именно игры некоторых украинских политиков. Вот. Поэтому запустили эту историю про Залужного. Накануне как раз, за несколько дней перед публикацией этой публикации, появилась социология Социса, которая показала, что Залужный очень серьезно опережает сегодня Зеленского, хоть у Залужного и просели рейтинги, но они все равно на уровне почти 30%. Вот, потом у Зеленского там около 12% сейчас, точнее у партии, там так было сказано, что у партии Залужного, у партии Зеленского, то есть, но создается впечатление, что именно у самого Залужного, у самого Зеленского такая картина. Вот. И такое впечатление, что Залужного выталкивают в политику. Выталкивают. Он всеми силами старается говорить о том, что да я никуда не иду, говорят за него. Залужный сегодня является членом команды Зеленского. Он посол Украины в Великобритании. То есть по долгу своей службы он не может быть самостоятельным политиком. Он пишет постоянно отчеты в Министерство иностранных дел в Сибиге. Пишет. Он постоянно, там, его вызывают на ковер там, Андрей Борисович Ермак. Он на связи с Зеленским. То есть он не может говорить от себя. Он представляет Украину и ее руководство, то есть является членом команды Зеленского, представляет команду Зеленского в Великобритании, по большому счету. Вот. Поэтому сейчас говорят многие за него. Я очень хорошо помню, как такая же ситуация была в начале нулевых годов с Виктором Ющенко.
Виктор Ющенко был премьер-министром Украины. Он, когда началась кампания «Украина без Кучмы», он выступил в начале 2001 года совместно со спикером Иваном Степановичем Плющем и с президентом Кучмой, выступили вместе с заявлением, что те, кто сегодня формирует оппозицию, это фашисты и прочее. Но эти же фашисты как раз, ну, как их назвал Ющенко, ну, вот, они всюду кричали, что Ющенко наш будущий президент, Ющенко наш лидер, вот Ющенко надо идти в президенты, мы обязательно вот поддержим Ющенко, мы не можем выступать против власти полностью, потому что во власти Ющенко находится, мы не можем его подставлять. То есть всюду Ющенко политизировали. Вот. И потом начинается тот же процесс, который вокруг Залужного. Вот. Ющенко еще не успел уйти в отставку с поста премьера, как сформировалось 3 или 4 группы, которые считались командой Ющенко. И потом из этих 3-4 групп пытались создать единый штаб. Вот. И тогда же, в 2004 уже году, вот, посчитали, что а вот было бы хорошо, чтобы Юлия Тимошенко не шла в президенты, а чтобы она стала членом команды Ющенко, что с ней договорились, в июле подписали меморандум. Вот. И сейчас точно тоже пытаются слепить, чтобы Петр Порошенко не шел на президентские выборы, а чтобы Петр Порошенко стал членом команды Ющенко, а Ющенко, когда придет к власти, он пообещает Порошенко возврат к Конституции 96 года, ой, извините, Ющенко, Залужный, вот, когда станет президентом, он пообещает Порошенко вот, возврат к Конституции 96 года и назначит Порошенко премьер-министром. Вот такая вот игра сейчас идет. Вот. Но в результате, знаете, сейчас такое впечатление, что кто кого перехитрит. Мне кажется, что в этой ситуации пока что больше всего может пострадать сам Залужный. Так, а у Зеленского какие планы на выборы? А Зеленский, я думаю, пойдет на выборы и будет их выигрывать. Он очень внимательно посмотрел, как Майя Санду выигрывает выборы, президентские, парламентские. Вот подумал, почему бы мне еще раз так не тряхнуть стариной. Анна Паулина Луна сегодня выдала в своем иксе, бывшем твиттере, и также в подкасте одному, ну, из подкастеров, да, американских, что 50 миллионов долларов каждый день, каждый месяц, простите, каждый месяц, хотя, знаете, оговорка по Фрейду получилась у меня, 50 миллионов долларов ежемесячно отправляется в Арабские Эмираты каким-то компаниям, и это является, ну, скажем, мздой Зеленского. То есть, конкретно все люди, связанные с Зеленским по этой компании. Заявление очень резонансное. И кажется, что, с одной стороны, 50 миллионов в месяц, но регулярность этих платежей вызывает вопросы. Получается, что на войне не просто, все же привыкли, там, на войне зарабатывает, там, Зеленский, окружение, а с этой войны прям доет. Ну, то есть, конкретный идет поток непрерывный. Может, 95-й квартал зарабатывает, мы же не знаем. Не знаю, как тут. Может, они концерты дают там сверхурочные. Я, конечно, шучу, знаете, это грустная шутка. Знаете, еще в прошлом году вот я общался, мое общение с одним израильским дипломатом тоже подтверждало именно эти цифры, примерно эти цифры. Но он говорит о том, что разные, не равными долями там идет, а иногда и больше, чем 50, идут именно в направлении арабских государств. Я не знаю, насколько можно этому верить или нельзя, чьи это деньги идут, и идут они в основном, говорят, дипломатической почтой. Это такое вот уточнение было. Я не буду подтверждать или опровергать, через меня эти деньги не проходили, я их не видел, к рукам не прилипало, так что поэтому вот ссылка на то, что это я могу сказать, что когда мне говорят о том, что воруют, я верю. Я верю. Более того, вы знаете, сейчас ситуация какая? Вот любое решение вопроса, если раньше любой коррупционный вопрос решался следующим образом, когда вот встречались две стороны, решающая сторона и та, которая необходимо решить вопрос, они встречались там, смотрели друг другу в глаза, так, эти озвучивали тему, говорили, что у нас есть вопрос, те говорили, хорошо, давайте решать, договаривались об авансе, либо же договаривались о том, что вот есть надежный человек, которому они оба доверяют, и ему там, у него лежат там на счету эти деньги, которые потом будут переданы. То есть разные были формы. Но сейчас вот нынешние коррупционеры,
разговаривают исключительно только на условиях полной предоплаты. Это я уже слышал неоднократно. Вот нынешние люди во власти только условия полной предоплаты. Помните, у Задорнова было когда-то, да, где я, где завтра, условно говоря. Так вот, приблизительно эти также говорят. Ну, полная предоплата. Более того, как говорят знающие люди, которые пережили уже не один режим, они говорят, в чем разница между, например, донецкими, Януковичем, так вот, с одной стороны, и с другой стороны, вот теми, кто пришли после Майдана, особенно нынешними. При донецких это были, вот, понятное дело, была коррупция. Вот, понятное дело, решалось все за деньги, но вы давали деньги, и вы знали, что вопрос решится. Сейчас вы точно так же даете деньги, но нет никакой гарантии, что вопрос решится. В этом особенности зеленой коррупции. Погорит на этой зеленой коррупции Зеленский? Нет, ему дали карт-бланш. Кто? Что вы думаете, что в Соединенных Штатах, в Европе не знают о коррупции? Вы думаете, что там слепые, что там наивные люди? Вот они все чудесно знают, они все чудесно видят. Но это срабатывает принцип, который в свое время был принцип Самосы. Вот. В 40-е годы вот, есть такое предание, что в 40-е годы Франклину Делано Рузвельту сказали о том, что вот есть диктатор Никарагуа, Самоса, вот, у которого там сплошная коррупция, беззаконие и прочее. На что он сказал, что это сукин сын, но это наш сукин сын. Вот данная ситуация к Зеленскому отношении точно такое же. В свое время император Веспасиан, знаете, назначал заведомо коррумпированных людей на те или иные должности в империи. Вот. И, соответственно, он знал, что эти люди коррумпированы. Он давал возможность им брать мзду, что называется. Вот. А потом, когда приходило определенное время, он их казнил и все эти деньги забирал в казну. Вот. Это называлось принцип губки. Или принцип Веспасиана. Этих людей он называл губками. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что на самом деле украинскую власть в Соединенных Штатах воспринимает тоже как губки. Губку. У Трампа проблемы большие внутри. Он вводит из Техаса в другие штаты, в общем, Национальную гвардию. Есть сообщение от Паттеля, который ФБР возглавляет, о том, что ну, это же не просто митингующие или протестующие, это банды, и их там 110 банд. Кажется, что здесь что-то у Трампа сломалось. Причем сломалось внутри, и в тот момент, внимание, по аналитическим всем сводкам он уже должен был быть вторгнуться в Венесуэлу. Я просто помню, там 2 недели назад четко выписывали ему 2 недели, потому что силы и средства собраны. Вот вам Пуэрто-Рико, вот вам Карибское море, вот вам вперед из песни, так сказать. И, в общем-то, можно вторгаться. Мадуро уже вовсю как был готов и готовится сейчас, и кричал, что вот-вот-вот вторгнутся. Но внутри ситуация это сделать помешала. Или снаружи, потому что на день рождения Путина вчера Мадуро подписывает соглашение с Россией. А кубинское соглашение вообще всех ошарашило вчера вечером. Говорят, так могут кубинцы воевать теперь за Россию в Украине? Да, это правда, про 25 тысяч кубинцев. Но правда то, что примерно, я не знаю, сколько тысяч колумбийцев воюют на стороне Украины, это как-то мало кого интересует. Знаете, это уже перерастает, теперь уже конфликт, кажется, между Украиной и Россией, уже латиноамериканскую какую-то войну, да, кубинско-колумбийскую. Но это, понятное дело, злая ирония, но смотрите, дело в том, что между Венесуэлой и Россией и так подписано значительное количество соглашений, особенно в сфере энергетики. Вот. Попытки каким-то образом устроить там вырванные дни в Венесуэле вот, со стороны Соединенных Штатов абсолютно не означает, что Соединенные Штаты собираются вторгаться в Венесуэлу. Абсолютно. Они играют несколько игр одновременно, пытаются выполнить несколько задач. Первая задача – это то, что, блокируя ситуацию в Карибском море, они создают неудобства не только карибским государствам, но и Китаю, который там достаточно активно себя чувствовал в последнее время. Целый ряд государств Карибского бассейна
вот, являются партнерами Китая. Я уже не говорю о том, что Китай несколько, ну, сейчас подзаморозил, но строил альтернативный панамскому никарагуанский канал, что Даниэль Ортега, диктатор, президент Никарагуа, как посмотреть на это, он является близким другом китайского народа, что у Венесуэлы достаточно тесные отношения с Китаем. Это первое. Второй момент, ну и соответственно сейчас говорят, что Трамп и Си Цзиньпин собираются где-то в ближайшее время встретиться. У них есть две возможности для встречи в самое ближайшее время. Второй момент, ну и понятное дело, что таким образом создаются определенная переговорная база для этой встречи. Если Трамп вторгнется в Венесуэлу, то никакой встречи не будет с Си Цзиньпином, скорее всего. Второй момент – это то, что, создавая определенные неприятности в Венесуэле, Трамп пытается играть на нефтяном рынке. Вот. Потому что Венесуэла на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей нефти, ну, крупнейшим добытчиком нефти. И, соответственно, в этой ситуации Трамп пытается тоже влиять на рынок нефти. Вот. Так что в этой ситуации я думаю, что, скорее всего, мы имеем дело с определенными показными маневрами, вот, которые вряд ли закончатся каким-либо активными действиями. Если закончится, то тогда этим самым Трамп распишется в том, что его предыдущая тактика и стратегия попросту не сработали, и он переходит к более активным и агрессивным действиям. Интересно, что, ну, понятно, Трамп в очередной раз разочарован Путиным, всеми разочарован, но ему светит Нобелевская премия вот буквально на днях. Нет, уже не светит. Уже не светит. Верховная Рада Украины не смогла проголосовать за Нобелевскую премию Трампа. Подождите, ну, Николай Тищенко голосовал. Ну, это такая слабое утешение. Он же кравчучку вручил бабушке, которая в слезах взяла от него кравчучку, потом сказал... Куда теперь Трампу складывать деньги? Потом говорит, слушайте, бабушки, приходите все ко мне в приемную, я вам тоже подарю кравчучку. Это, конечно, потрясающий был ответ на это позорище, когда миллионер, там, миллиардер гривневый, да, вот это вот, собственно, таким занимается. Я помню, как он привез авоську с лимонами людям, которые пострадали от взрыва газа. Да, кстати, был такой у него эпизод биографии. Да, простота, Санта Симплицита, сказал бы Ян Гус. Но все-таки, ну, погодите, Зеленский сегодня в вечернем обращении, вот буквально во время нашего эфира оно вышло, он сделал заявление, что, значит, Малюка у себя принимал, героя Украины, на минуточку. И этот Малюк ему сделал какой-то доклад, и, в общем... Я не знаю, читается из этого обращения, что Россия сама, вот она виновата, Россия, да, в том, что не останавливается и атакует Украину, поэтому мы с Малюком сейчас сели, подумали, и утвердил Зеленский ряд мероприятий, асимметричных на то, что сейчас делает Россия, уничтожая инфраструктуру и энергетику. Константин Петрович, а что это может быть? Асимметричное? Слово-то какое страшное. Я думаю, что, понимая, как примерно Зеленский и Малюк могут понимать слово асимметричный, вот, я не исключаю, что, условно говоря, что вот Путин захочет, например, там, подорвать наши ядерные объекты, там, атомные электростанции, а мы их сами подорвем, вот, чтобы не досталось и Путину и так далее. То есть, вы знаете, это на самом деле от них можно ждать всего чего угодно. От них можно, потому что когда они говорят такие сложные слова, как асимметричный, знаете, вот, с их уровнем понимания, то становится страшно. Не за Россию. Мне сегодня стало страшно от наших людей. Ну вот смотрите, мы уже привыкли, это, конечно, очень больно признавать, но все уже привыкли, да, к тому, что есть очередной, в общем, факт. Сегодня опять в Черкасах мужчина проходил медкомиссию, так написали как-то, споткнулся, эпилепсия была, медкомиссию проходил, эпилепсия была, он ударился головой и умер. Ну вот так, ну бывает, да, то есть мобилизация, ну такая мобилизация, эпилепсия, головой ударился и умер. Но
сегодняшний день многих сделал Киевский областной ТЦК. Значит, я так понял, что все, если честно, ну, как бы, он очень сильно оскандалился с этим котом Мурчиком, которого поймали военные пьяненькие, а потом отдали. А они сразу начали там, вот мы проиграем войну, украинцы, что с вами случилось? Это вот напоминает мне вот плохого актера, когда его никто не понял, но чтобы как бы реноме и надо держать хорошую мину при подходе, он начинает доигрывать. Вот как сегодня доигрывает областной киевский ТЦК. Значит, никогда не смотрите видео с бусификацией и не дай бог не снимайте их и не распространяйте, потому что если сегодня москали превратят нас в овец, то завтра они будут резать нас как свиней. Поэтому берегите ТЦК, помогайте ТЦК, содействуйте и заботьтесь о ТЦК. И еще еще один опус. Значит, тут очень интересно. Взяли определение «дебильность» психиатрическое, да, и пишут, когда вы стали нашими врагами, которыми кремлевские дебилы кормят эту информационную дрянь, типа видео о бусификации, когда и почему вы пошли против тех, кто формирует сопротивление московским украиноедам, когда и почему вы потеряли рассудок, посмотрите нам в глаза, пишет Киевский областной ТЦК у себя на странице, обращаясь к подписчикам. Послушайте нас, а главное, услышьте. У нас с вами один враг, это кровавые московиты. Они, если смогут, убьют нас всех. Остановить их можно только оружием, украинцы, побратимы. Мы, ТЦК, знаем, где это оружие взять. Слушайте, похоже, какого-то там им писателя, задвинутого туда в пресс-службу, засунули, и он прям не отступает. Нет, это низкопробный текст. Знаете, сказал бы Станиславский, не верю. Да, вот, в данной ситуации вот точно, вот, ну как-то не верится, ну как-то не хватает драматургии, это не хватает вот жизненности, вот такое. И я думаю, что весь народ может тоже в ответ на это сказать, не верю. Вот, поэтому вот в данной ситуации, я думаю, что это так просто написано для того, чтобы начальству потом сказать, ну вот мы же обратились, так что какие с нас вопросы, мы какое вот красивое написали воззвание. Так что то, что оно будет иметь нулевой коэффициент полезного действия, это более чем однозначно. Я не могу представить себе, что там человек там, в здравом рассудке вот, прочитал это воззвание, вот вдруг выскочит из своей квартиры, побежит, скажет, вот возьмите меня воевать, пожалуйста, я осознал, вот я 3 года прятался, теперь я хочу на фронт, на передовую. Вот. Ну, может, где-то какой-то такой случай будет, вот, но да, когда-то Ульяна Супруджиш, она распустила всех Психушки? больных, да, из психушек, поэтому может кто-то где-то там проникся, но массового проявления самосознания после вот таких вот заявлений точно не будет. У меня просто, смотрите, очень понятный вопрос. Мы смеялись с кондовости языка очень часто, да, когда они описывают ситуацию ту или иную, как кого-то побили, кого-то засунули, или какие-то люди накостыляли ТЦКшникам и отбили там жертву. А сейчас они прям приходят к такому, ну, к языку пафоса. Это означает, что там атмосфера очень и очень гнетущая. Очень, да. Когда начинают говорить патетически, знаете, тогда, значит, дела не столь хороши. Вот. Вспоминаются слова Августа Стринберга, шведского драматурга. Вот. Когда государство хочет отнять у вас жизнь, оно начинает называть себя Родиной. Мобилизацию Зеленский, ну, он и так ее, конечно, на всех парах двигает, но может как-то ухудшить ситуацию с мобилизацией для людей? Ну, смотрите, дело в том, что и так темпы мобилизации очень и очень непростые. И, по крайней мере, вот информация, которая приходит из разных областей, она показывает, что мобилизация в основном на уровне 20-25%, а в некоторых областях и ниже. А учтите еще количество тех, кто идут в Сочи, так, СЗЧ, то, что по-украински, вот, то, соответственно, тут как бы есть вопросы.
Просто, опять-таки, тогда непонятно, на что расчет. Если людей на фронте ну, там, не прибавляется, а убывает. Расчет на то, что дадут оружие, дадут деньги. Вот главное сейчас там бы ночь продержаться, в день простоять. И, соответственно, в этом отношении вот самое главное там, организовать новый саммит, где-то там новую коалицию желающих, получить от них заверение, приехать, отчитаться, снова поехать и прочее. А людей, вот кого поймали, того отправляем. Еще один вопрос, и перейдем к вопросам зрителей. Константин Петрович, а зачем сегодня опять выпиливали ворота Болгарка и в Почаевской лавре в Тернопольской области, проводили обыски представителей полиции и СБУ? Причем там очень интересные формулировки были, когда об этом сообщали. Ну, картинка понятна, да, как всегда, ужасающая, но типа повод для этого было какое-то там мошенничество. Ну, то есть, не стандартные вот эти все коллаборационизм, там вот работа на врага, вот, а вот какая-то вообще абсолютная такая В данной левая ситуации это история. месть Колл-центр в Почаевской лавре нашли или что? Это месть со стороны власти за вот этот крестный ход, который был организован в августе этого года. Это вот таким образом власть пытается отомстить. Понятное дело, что если бы там они не мошенничество, они бы там хулиганку какую-то, еще что-то инкриминировали. Но в данной ситуации они хотят просто вот показать фактически, что называется, свою власть и свое влияние, чтобы все боялись, чтобы не насмехались. Тем более, что сейчас со стороны Соединенных Штатов идут четкие сигналы вот, о том, что перестаньте преследовать политические преследования церкви. Вот. Поэтому вот вместо политических статей, вместо политических аргументов начинают банальные криминальные аргументы. Значит, друзья, подведем итоги нашего опроса. У нас очень мало проголосовавших в вопросе, и это правда. Ну, я так и ожидал, на самом деле, да, там еле-еле дотягивает до 5000, потому что вариантов хороших нет. Все всегда видят какие-то хорошие варианты или какие-то такие, знаете, ну там победит один, победит другой, и голосуют там или за Зеленского, или за Путина, или там за Трампа, ну когда есть такие вопросы. А тут плохой опрос. Но в таких вопросах, друзья, тоже надо уметь голосовать. Гипотетически создаем ситуацию, моделируем. С чем вы готовы были бы смириться при условии, что завтра конец войны? Вот завтра. И вот так, в принципе, распределились голоса. Значит, культ Бандеры и слава Азова сохраняется. 17%. 17% за то, что переходите все на мову, запрет на русский язык. 22% запрет церкви, то, что мы там обсудили, да, по поводу мести. Вот сейчас уже 23, 22 гуляют проценты. И 44% Зеленский еще на один срок. Смотрите, среди тех 5000 человек, смотрит сейчас 18, ну, которые проголосовали, явно с отрывом, что Зеленский еще на один срок. И ведь это, на самом деле, на это вполне себе может быть политический расчет. Зеленский может выйти и сказать: мы с вами так хорошо повоевали, мы такие потушные, выберите меня, и я подарю вам мир. Ну, вы же так хотите мира, вы же так устали воевать. Почти как у Некрасова, кстати, которого разрешили в Украине. Институт национальной памяти Некрасова разрешил. Слава богу, Вот, да. да, да, в отличие от Пушкина, как там у него, и недоимку дарю, да, там, значит, то есть, и вот, вы знаете, а Зеленский столько раз менял свою позицию, свои обещания, что ему стоит? Что ему стоит поменять отношение к церкви, если ему вдруг его друзья из океана или же из Ла-Манша скажут, что да ладно, пусть церковь себе функционирует. Он скажет: да, а что такого? Вот, да, были перегибы некоторые, так вот, мы даже компенсацию можем дать там и прочее. То есть он вполне может это сказать, я это абсолютно представляю. Вот, там отправят Еленского в отставку и скажут, что это все он, злой демон. Вот. Потом я абсолютно представляю, что он скажет, что да, перегнули мы палку с Бандерой. Вот. Надо все-таки нам национализм как-то чуть-чуть прикрутить. Тем более, что не националисты главная беда в данной ситуации.
Национализм – это инструмент в руках абсолютно других людей, вот, и так далее. То есть он может пойти на любые компромиссы для сохранения власти. Как там Генрих IV сказал, что Париж стоит месса. И поменял религию. Вот приблизительно так и Зеленский может сказать. Я это вполне вижу, и несколько раз еще потом поменять свою позицию. Так что один такой аспект. Я часто общаюсь с западными политиками и экспертами, так вот мы время от времени в разных городах с ними встречаемся. И вот как-то я задал наивный вопрос моему американскому коллеге, вот, который общается с сильными мира сего, близко общается очень и часто. Я говорю, почему вы так толерантно относитесь к Зеленскому? Он говорит, а что? Вот. Что, его свергнуть? Я говорю, ну, у вас же опыт, у Соединенных Штатов есть опыт богатый, там, замены определенных режимов. Он говорит, а на кого? Назовите имя. Вот. И тут я как раз задумался, а на кого? Вот. Так что... Слушайте, ну это же вообще как У бы... меня ответа нет. Правда, Нет, сейчас. тут есть одни, я просто, как бы, есть бытует мнение, что это будет кто-то такой тоже честный, истинный, искренний, из разряда спортсменов, инфлюенсеров, актеров и прочего. Вот можно было бы на Притулу, к нему же хорошо молодежь относится. Но, Понимаете, следующий президент... но фотографии его спутника, который 600 миллионов стоит, никто не видел. Можно было бы Усика, и он почему-то так вот загодя помог музею Бандере, Шухевича, да, Шухевича, перчатки, и, собственно, отдал, чтобы разыграли на аукционе, и 100 тысяч гривен выписал со своего кармана. Ну, смотрите, вы говорите, я не удивлюсь ничему там по поводу Зеленского, а сейчас вообще по поводу всех ты ничему не удивишься. Понимаете, Усик следующий. стоит, молится в Киево-Печерской лавре, проходит вот эта рация, он абсолютно подтверждает свой статус. Он главный боксер мира сейчас. Да? И он дает 100 тысяч гривен на Шухевича музей. Но это же тоже какая-то идиотская история. Знаете, иногда у наших политиков такая каша в голове. Вот, но следующий президент Украины будет такой же марионеткой. У нас не будет самостоятельного, всенародно избранного президента, который бы удовлетворял интересы украинского народа. Следующий президент тоже будет марионеткой. Вот. Поэтому вопрос, зачем одну марионетку менять на другую? Ну, разве что, чтобы... Уже в 2019 году это сыграло. И одну опять... марионетку на другую поменяли. И повод тот же был. Войну хотели остановить и жить мирно. Да. Все просто Но забыли. это не наша война. Не мы являемся, не украинцы являются, и не русские являются продюсерами этой войны. Вот, поэтому Зеленский мог идти с любой программой, любой мог бы идти с этой программой, и он бы не остановил эту войну, потому что война была запланирована совершенно другими людьми. И Зеленский, когда ступал на пост президента, ему все доступно объяснили. Еще в апреле месяца 2019 года. Вот, ради чего, на каких условиях вот, и так далее он становится президентом. Ждет час чая. Окончательно ему это все рассказали в октябре 2020 года, когда он посетил Великобританию, повстречался с уже бывшим главой Ми-6 Ричардом Муром. А когда Богдан ушел? Богдан ушел в феврале 2020 года. То есть Ермак тогда съел Богдана и съел Гончарука. Вам не кажется, что Богдан просто на это не подписывался? Богдан точно на это не подписывался. Ну, на вот этот сценарий, который изложили Зеленскому. Богдан точно на это Богдан не подписывался. Интересно. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Хотя тут, конечно, тут вопросы есть у меня, но мы должны, собственно, да, вам дать возможность их тоже задать. Тем более день такой насыщенный, и там
ну, много есть таких эпизодов, которые люди хотели бы подсветить. Так, значит, давайте начнем с закрытого клуба зрителей Шелеста. В общем, здесь вот такой вопрос для вас. Так. Здравствуйте. Марк задает вопрос. Александр Кость-Бондаренко. Нравятся ваши эфиры, и со многим с вами согласен. У меня есть стойкое ощущение, что все эти элиты, европейцы, штормящие, Зеленский и клика его, подумавши после слов Трампа, что поймали Бога за бороду, усиливающийся отлов, работы ТЦК, правоохранительных органов и просящий Зеленский одностороннего прекращения воздушного огня, что бы это ни значило, хочется сказать, что ты, фраер, сдал назад, что это уже просто агония, и конец мерцает вдалеке, как перед рассветом в самое темное время суток. Как вы считаете? Ну, знаете, агония иногда длится очень и очень долго. Мы вот являемся свидетелями чрезмерно затянувшейся агонии, вот, которая уже перешла в определенную стабильную стадию. Вот, поэтому, к сожалению, знаете, можно говорить много про агонию, но пока что как-то я не вижу какого-то логического конца того, что происходит. Мгм. Кстати, по поводу этого был еще вопрос, попадался тоже в клубе, вам конкретно. А не является ли вот это вот его прошение об одностороннем прекращении ударов по воздуху свидетельством того, что он вообще ЗИЦ-председатель ФУНД в отношении обстрелов российской территории, не контролирует, не знает, и вот это вот сегодняшние понты, вот эти, я Малюка позвал и утвердил план, это тоже исключительно для отвода глаз, что стреляют западным оружием, западными беспилотниками по России абсолютно не украинские, или там, может, украинцы стреляют, но не украинцы выбирают цели, и, собственно... Я уже говорил как-то, когда была вот эта операция «Паутина», вот, для осуществления подобного рода операций нужны четкие спутниковые данные, нужна четкая наводка. Вот. Беспилотник, который запускается с украинской стороны, вот, с украинской территории, и который летит там 1000-2000 километров, вот. Но это можно только себе представить, там, только наивно считаю, что он может лететь, вот там, значит, какой-то оператор так там сидит, там смотрит, обходит там какие-то преграды и все прочее, и вот он летит, пока не достигнет своей цели. Наводка обычно идет спутниковая, наводка. Очень тщательно собираются данные, очень тщательно там, готовится каждая подобного рода операция. Украинская сторона не имеет возможности сегодня осуществлять такого рода операции в полном объеме. Украинская сторона записывает их на свой счет, эти операции, но то, что эти операции готовятся западными структурами, об этом хорошо известно всем, и украинской стороне, и российской стороне, и, понятное дело, Западу. Так, значит, следующий вопрос. Давайте перейдем в чат трансляции. У нас вот такие вопросы. Здравствуйте. Вопрос, возможно, провокационный, но все-таки. Являются ли галичане украинцами? Ведь позиционируют они себя как титульная нация. Получается, не совсем та, что основная. Мы говорим о этногенезе или же говорим о нынешнем состоянии дел. На сегодняшний день галичане являются гражданами Украины, они являются полноценными украинцами с точки зрения политической. То, что у нас абсолютно разный этногенез восточных и западных украинцев, то, что исторически формировались мы в разных условиях, под разными, скажем, под влиянием разных факторов, это однозначно. Но мы исходим сегодня именно из данности. Это то же самое, что спросить, а баварцы являются немцами? Вот. Да, они являются гражданами Федеративной Республики Германии. Вот. Но значительная часть немцев считают, что баварцы – это не немцы, условно. Вот. Так что и так далее. Можно называть другие. Там, являются ли шотландцы там, британцами, там, условно. Вот такие вот моменты. Поэтому с политической точки зрения, с гражданской точки зрения, они являются украинцами. Вот. Относительно этногенеза
У нас разное происхождение, разные, там, в разных условиях мы развивались. Вот. Но маємо, що маємо. Мгм. Так, следующий вопрос. Он звучит так. Людмила Тарновская. Здравствуйте, Константин. Вы считаете, как вы считаете, требование томагавкам это невыполнимо, но Банковой это и надо, как оправдание всех неудач и поражений? Трамп не дал, Трамп виноват. Что думаете по этому поводу? Смотрите, Спасибо, у нас берегите на себя. протяжении всей войны существуют легенды о неком чудо-оружии, которое сейчас мы получим, и точно будет у нас перевес. Вот, помните, начиналось все с джавелинов, вот, потом другие какие-то нам там постоянно были, потом про танки, которые нам должны были дать чудо-танки. Далее, соответственно, были F-16, легенда про F-16, сейчас про томагавки, вот, которые точно изменят ход войны. Но, извините, но уже неоднократно военные специалисты, военные эксперты говорили о том, что ход войны не меняется благодаря именно только какому-то одному виду оружия. Мгм. Так, дальше. Ратификация соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой, Оксана пишет, открывает возможность размещения современных наступательных ракетных комплексов на острове. Это ответ на поставки томагавков Киеву. Вовсю летит ПВО и оружие с России, с Китая в Иран, Венесуэлу. Не дает Трампу подпилить ножки стульев, на котором сидит Китай, просто так не ратифицируют и не подписывают военные договоры, тем более сейчас. Да, именно. Вот Россия просто продемонстрировала, что у нее тоже есть ответные возможности, и она тоже может как бы создать определенные неудобства тем же Соединенным Штатам. Это тоже, кстати, напоминание о том, что мы же о чем-то договаривались в Анкоридже. Эскалация конфликта в последние дни может быть связана с решением России больше не быть бумажным тигром и не играть в благородных с гопниками, спрашивает пользователь. Ну, вы знаете, на самом деле, то, что там Трамп сказал про бумажного тигра, он на самом деле повторил слова, которые когда-то говорил Борис Джонсон. Они были сказаны скорее больше в плане определенного троллинга тех, кто его заставлял поменять позицию. Вот позиция Трампа, когда он говорил про бумажного тигра, она же к чему свелась? Что Зеленский же может отвоевать там границы 91 года, и он может пойти еще дальше. А вообще бумажный тигр Россия, то есть он повторил с издевкой определенной, повторил те тезисы, которые ему говорили его европейские партнеры, коллеги, вассалы. Вот. И говорит, ладно, покажите, что вы можете, я даю вам еще время, вот, чтобы вы могли показать. Вот. Поэтому в данной ситуации именно таким образом оценили его слова, в том числе, насколько я знаю, и в России. Так, следующий вопрос. Есть аналитика, что России продвигаться быстро не военная проблема, а экономическая. Каждый новый регион стоит слишком дорого экономически. Правдоподобная теория, как вам кажется? Как в известном фильме «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». Евгений Антонов. Ну, знаете, если бы это не сопровождалось большими жертвами, если бы не сопровождалось каждый день, не забирал большое количество средств, вот, то можно было бы с этим согласиться. Что, условно говоря, вот война, которая идет так в развалочку, а не будем мы особо так напрягаться, вот, не так нам и уж нужны эти там Покровск там, или там Краматорск или там и другие города Донбасса. Но смотрите, новые регионы уже включены. Новые регионы, те же Херсон, Запорожье, там, Херсонская, Запорожская, Донецкая области, Луганская практически полностью взята. Но вопрос как раз стоит в том, что там, Донецкая область взята на 2/3. Там, Запорожская там чуть больше половины. Там Херсонская половина, да, там, сколько не буду сейчас утверждать. Вот. Вопрос же уже не включения новых территорий с российской стороны, а то, что они не могут взять сейчас в полном объеме те территории, которые они включили в Конституцию. Ну, смотрите, тут опять-таки не могут, это означает, что не получается. Не получается, да, пока. Но да, Ну, тут вопрос... даже с военной Не-не-не, стойте. зрения. Подождите. Продвижение идет. И не получается. Это же противоречие. Нет.
Смотрите, продвижение идет, но оно идет слишком медленно. Вот. Почему? Что такое слишком Россия медленно? требует включения, полного включения. Я почему вцепился сюда? Почему въелся? Почему заострил? Потому что вопрос же, ну, как бы, он же об этом, зрителя. Нет, вопрос идет о том, что новые регионы включать слишком дорого. Ну, конечно. С экономической точки зрения. Но они же уже объявлены как включенные. Эти же регионы уже объявлены как включенные. Вот. И аргументировать тем, что их брать слишком дорого, и поэтому мы не самое, ну, имеется в виду, что новый регион, любой новый регион, это слишком дорого, надо новые средства. Так война больше средств съедает, чем их содержать. Либо я неправильно понял вопрос. Ну, я просто почему так вот детализирую, потому что тут же тоже есть какая-то стратегия. Ну, определенно. Все прекрасно понимают, что за спиной у российского солдата остается выжженное поле, руины и, ну, безжизненное пространство. Это объективно так. Никто населенный пункт с людьми, без боя, ну, не сдает. Да. И как бы тут идет как бы убыток на убыток, но тем не менее это делают медленно растянутого времени не только потому, что там, ну как пропаганда российская говорит, там, беречь жизни солдат, там, а еще и глобально геоэкономически, ну, политэкономически. Ну, я понимаю, да, что это самое, что надо и на восстановление, и на все прочее. Но, извините, пожалуйста, когда формируется определенный бюджет, вот, более то, соответственно, определенные цифры закладываются туда, более того, более того, есть определенное видение. Условно, Россия сейчас считает Донецкую область, например, что это область, которая полностью является субъектом Российской Федерации. Они же даже говорят, что вот там Краматорск, там, который находится сейчас под контролем или там оккупирован Украиной, то есть они выделяют определенные средства с учетом того, что и некоторые населенные пункты необходимо будет восстанавливать. Ну, это же не то, смотрите. что надо где-то, вот захватили определенный населенный пункт, и надо где-то найти деньги, чтобы его восстановить. Смотрите, ну этим же страдает и Украина. У нас сколько областная... Конечно. Крымская прокуратура уже 15 Конечно, лет. это однозначно. Про это я неоднократно писал, что хочу быть крымским губернатором. Ничего не делать и получать деньги. Значит, Павел, достаточно ли на Украине освобождено от населения земель, чтобы переселить эту новую землю, обетованную евреев? Или надо еще повоевать? Это, вы знаете, на самом деле это старый миф, который я еще и до войны слышал. Вот, причем, кстати, от людей с генеральскими погонами, которые там мне так заговорщически говорили, что вот увидишь, там специально разработана программа, там мировой сионизм, вот, разработал программу переселения там нескольких миллионов евреев в Украину, создания нового хазарского каганата. Ну, знаете, конспирологии много не бывает. Ну, знаете, особенно, когда она потом берет и сбывается. Но пока не сбывается. Как не сбывается? Подождите. Ну, то есть... Пока. Я говорю пока. Ну, и да. пока стоит вопрос о том, что приедут ли к нам сюда после войны евреи, или приедут сюда к нам арабы, жители африканских государств, пакистанцы, жители Юго-Восточной Азии. Ну, многие же... Вот я просто не знаю, а там... Помните, вот это была истерика с вакцинами, с пандемией? Ну, сейчас многое вскрывается, вакцины выливают, сжигают, в мусорный ящик выбрасывают, те, которые остались после этого всего. Потому Конечно. что... Вопрос в том, что к нам хлынет миграция. Вопрос, кто будут эти мигранты. То, что говорят конспирологи, что евреи, потому что мне даже говорили, называли цифру, что в Украине стоит чуть ли не 240 тысяч пустых квартир, ну вот, которые ждут новых хозяин, то есть гуляет такая цифра. Либо же это будет дешевая рабочая сила, которая придет работать на новых хозяев Украины. Так это могут быть и те, и другие одновременно, понимаете? Ну, тогда мы получим новую газу через 10, 20, 30 лет. Да. На территории Украины. Может, сразу лучше отдаться во внешнее управление и не... А мы и так уже под внешним управлением. Ну, я имею в виду, как вот в плане Трампа. Нет, так именно, мы же уже подписали, у нас же все уже.
Продолжаем. Значит, здравствуйте, Василий Одесса. Вопрос гостю. Константин, очень интересно ваше мнение касательно интервью господина Арестовича. Собчак. Этот человек вообще серьезный? Спрашивает пользователь. Ну что, ну, подготовил господин Арестович интервью, выступил, напомнил о себе в информационном плане. Он, в принципе, очень талантливый провокатор вот, в интеллектуальном плане. Вот. Не важно, что он сказал, но то, что обсуждают его интервью на протяжении уже нескольких дней, там уже 2 или 3 дня обсуждают, это показатель. Вот. Я думаю, что большинство из тех, кто обсуждает, не выдержали 3 часа разговора, чтобы там, посмотреть вот 3-часовой эфир. Но говорят о нем. Вот. Так что, ну что, можно сказать, что он отличный пиарщик. Я не согласен со многими выводами Арестовича, но он именно для того, чтобы я и такие, как я, были не согласны, он это и озвучивает. Понимаете, тут тоже такая еще есть история. Такая своеобразная. Называется она «разность потенциалов». И, ну, как понятное дело, он в этом деле мастер. И тоже как бы и вчера в эфире задавал вопрос, ну, не услышал ответа и не услышал бы, потому что это вскрывается определенная стратегия. Зрители, кстати, в клубе Шелеста обсуждают в телеграм-канале. Я там почерпнул прям эту мысль. Вот смотрите, сборы, да? Сборы надо обязательно приостанавливать, брать паузу, а потом с помпой начинать, сопровождая этим каким-то вот таким глобальным смыслом. Тогда они идут успешнее. А так они, ну, ни шатка, ни валка идут. Ну, то есть, как бы, да? Точно так же и с медиакартинкой. Значит, нужно было дать интервью Собчак, за эти 2 недели сделать нечто, ну, как там, как это, переобуться они называют, да? Хотя тут тоже очень сложно в плане там, а обувался ли не вообще в принципе, обувался ли Арестович куда-то туда, что ему там приписывают. А потом вот это вот мощно изменить, а потом выходит интервью, и это же специально, чтобы Собчак плашечку написала. Это специально вот это вот для того, чтобы была разница потенциалов. И на этой волне, как в серфинге, да, вот это вот подрезать 1, 2, 3 воду. Нет, так в том-то и дело, что он чудесно знает правила этого жанра. Вот. Ну что толку, что я сейчас начну говорить, что я не согласен с Арестовичем в плане определения украинской культуры как селянской культуры и так далее. Вот Арестович сказал и так далее. Я за это время скажу 10 раз слово Арестович. Да. Что я с ним не согласен и прочее. Так а в Так чем? А почему надо. так? Подождите, хорошо, давайте не так. А почему так обиделись на вот эту селянскую культуру? Я, если честно, не понял. На самом деле украинская культура является разной. Есть и украинская городская культура, которая создавалась в 20 веке. Где? Она создаваться. Ну, начиная с Подмогильного, который написал первый городской роман. Ну, географически. Это Харьков, это Киев, это Екатеринослав. Кто скажет, что это не Украина сегодня? Подождите, вы сейчас, да. Ну как, вы передергиваете, да. Вы специально Нет. передергиваете. Географически, ну, понимаете, в чем дело? Я точно так же могу отстаивать позицию, что украинская городская культура – это Санкт-Петербург, который строили украинцы. И это тоже, смотрите, нет, это для 19 века. Это характерно для 19 века. Я говорю про век 20. Угу. Вот. Да, Санкт-Петербург был главным центром развития украинской культуры в 19 веке. Да. Не Киев, не Украина, территория нынешней Украины. Санкт-Петербург, там формировалась украинская культура, которая позже пришла на территорию Украины. Вот. И, соответственно, но когда мы говорим именно про украинскую культуру, необходимо просто-напросто посмотреть на то, что развивалось, вот именно что можно считать именно городской культурой. Вот. Это именно есть определенные жанры, есть определенные направления, есть определенные темы, которые освещаются. Это полный отказ, например, там, от какого-то рустикальной основы. Вот. Все это произошло в 20 веке. Не в последнюю очередь благодаря большевистской политике украинизации. Не в последнюю очередь. Появляется украинская городская культура.
В 20-е годы были там несколько этих самых направлений, как раз литературных, опять же. Вот, было объединение, например, «Плуг», которое вот именно на такую, на сельскую тематику, на колхозную тематику было ориентировано. Был, например, «Гард», это больше городское направление. То есть уже тогда формировалось несколько. Ну, смотрите, тут... Но, опять же, я это все говорю не для того, чтобы спорить с Арестовичем. Не-не, тут дело не в том, что спорить или не спорить с Арестовичем. Тут же вопрос в другом. Вопрос в том, что я же спросил вас, почему обиделись. Ну, почему Нет, так обиделись? обиделись ровно из-за того, что есть сформированный определенный миф, и люди живут в определенном мифе. И тут вдруг, значит, заходит Арестович и начинает этот миф разрушать полностью. То есть даже не разрушать, а начинает там просто вот как бы вести себя неподобающим образом в обществе, у которого уже сформировалось определенное мнение. Вот. И для них это является шоком. И они начинают кричать: да мы не такие вообще, да что он себе позволяет, да вообще кто он такой и Да. прочее. Вот. А он именно для того, чтобы эпатировать вот, публику, он вот именно применяет такие вот действия. Да вы все селюки. Вот. А докажите, что вы не селюки. А как доказать, если это на уровне догмы? Вот, воспринимается, что мы не селюки. Начинается уже там такое блеяние, условно. Вот. А для того, чтобы была действительно дискуссия, необходимо эту дискуссию подготовить. Так вы же слушайте, так дискуссия же не о том. Конечно. Была-то не от... Это же... Я же вам говорю, это... Нет, понимаете? Ну, вот я имею в виду Я просто говорю, как отреагировало общество. Да, а эпизод между Собчак А он и... вообще, как бы, между прочим, Это вообще... вбросил. Это не о том, это вообще не об этом. Ну, это вообще Нет, не об я этом. просто... Это Вы они понимаете, шли, как- разговаривали про города, там, про какие там Да. имперские города, не имперские города, просто вот это, ну, вот таким вот макаром. Но он сознательно бросил один момент, который, соответственно, вот, подхватили и начали на него обращать внимание. Так и что обижаются? Почему? Потому что он сознательно троллил, Нет, смотрите, сознательно фактически у меня есть триггерил. нет, у меня есть на самом деле вопрос, почему обижаются. Потому что село вымирало еще до войны. Все пытались тянуться в города, то есть это тенденция. И теперь, если ты селюка, ну, то есть у меня в паспорте написано село, место рождения. Ну, вот у меня. У моей жены точно так же, там, моих отца. И, то есть, и я к этому нормально отношусь. Смотрите, в советские времена был определенный лозунг: стирание грани между городом и селом. Было. Стирание грани между городом и селом действительно это успешно воплощалось. Я ходил в школу, в полноценная 10-классная школа в селе, ну, правда, это окраина, можно было сказать, города, но все равно учителя у нас были в основном те, которые приезжали из города, это большинство учителей. В селе было 3 библиотеки, в селе было там около 5 магазинов и прочее, то есть, ну, асфальт и все прочее, все это было. Вот, проведенный газ, то есть, ну, мало чем отличалась от жизни, скажем так, постоянно там, ну, все культурные мероприятия, все это было. Вот. Но сейчас же село, начиная с 90-х годов, село постепенно начало деградировать по сравнению с советскими временами. Да. Ну, потому что колхозы растащили, поэтому, конечно, начало деградировать. Да, это совершенно поменялась концепция, совершенно поменялось отношение к селу. Так, вопрос. Существует версия или легенда, Андрей вспоминает, что Мазепа умер заеденный вшами? Есть ли какие-то документы, подтверждающие это утверждение, или это пропагандистский трюк для логической связи действия с последствием? Спасибо за ответ. Желаю обоим поскорее обязательно вернуться на родину. Спасибо большое. Так, никаких документов по этому поводу нет. Вот, никаких данных по этому поводу нет. Мазепа был достаточно уже в преклонном возрасте на момент своей смерти в сентябре 1709 года, когда он бежал после Полтавы на территорию нынешней Молдавии. Понятное дело, стресс, тяжелая дорога и прочее сделали свое дело.
Вот. В Бендерах он скончался. Вот. Что касается вот этой версии, я ее встречал неоднократно, но доказательств вот этому нет. Знаете, в 18-19 веках Мазепа был очень популярной личностью в Европе. Очень большой, популярной личностью. Даже появился определенный стиль в западной литературе, который на французский манер называли Мазепа. Вот Мгм. это Мазепа породил огромное количество легенд, разных легенд. Вот, поэтому, Мазепа да, сих жур, да? ну, смотрите, нет, так дело в том, что Мазепа это, ну, почему? Там, герой-любовник, которого привязали когда-то к коню, ну, знаете, такой такой красивый сюжет, значит, который вот, там скачет в степи, вот этот конь с привязанным голым там юношей, который потом находят казаки, и который становится потом их предводителем. Это от Вольтера и до Проспера Мериме и прочих там, использовали эту тему достаточно активно. Не потому, что там кому-то там нравилась политическая позиция Мазепы, а именно нравились какие-то внешние какой-то внешний романтический антураж. Вот. Но при этом было очень много, появлялось каких-то домыслов и всего прочего. Я, например, у Юрия Нагибина увидел это в одном из произведений, впервые увидел этот тезис о том, что его там заели вши, но при этом, сколько я не искал каких-то доказательств, вот, этих доказательств нет. Так, обращаем внимание на чат. Тут меня бомбардирует Александр. Шелест, ты донатишь на помощь ВСУ. Задает такой резкий вопрос. Нет. Ну, нет. Я под санкциями, я не могу никому донатить. Да? То есть, это все. То есть, тут... И по поводу сборов я неоднократно говорил. По поводу того, что это врагу не пожелаешь, особенно как бы принимать участие с этими сборами. Вообще, даже на хорошее что-то, ну, имеется в виду там для мирного населения, для людей, для... Все равно это ужас. И то, что сейчас происходит с этими там спутниками Притулы, или с там этими схемами, или вот этими всеми, ой, какая грязь. То есть, это прям... Это капитально не про меня. Значит, обсуждают все-таки, что мы неправильно с вами тут говорили об вот этой культуре, там, городской культуре и всем остальном. Тут говорят, Шелест примитивно понимает, что такое городская культура. Тут пишут, Шелест, Селюк, мы знаем, привет вам тоже, да. Все мы родом из села, на самом деле, если копнуть глубже. Да. Ну, просто там поколение что разное. Но тут очень интересный момент. Речь-то шла о том, что на селе говорили по-украински, в городах по-русски. Вот и все. Не надо искать черную кошку в темной комнате. Да, но я просто... Это абсолютно. Я в своих лекциях всегда говорю о том, что по состоянию на 1914 год я ссылаюсь на Дмитрия Дорошенко, украинского историка, так, патриота Украины, министра иностранных дел времен Гетмана Скоропадского. Вот. И он писал в своих мемуарах о том, что в 1914 году вот в Харькове было 5 семей, которые говорили по-украински, в Екатеринславе 3 семьи, в Киеве 8 семей и так далее. То есть приводил такие примеры. Константин Петрович, напоминает ли вам перечень украинских президентов матрешку? Каждый последующий президент мельче предыдущего, и по сути, и все они пустое место. И все вышли из Кучмы, да, по своей сути. Да, нет, на самом деле то, что народ мельчает, это как-то было очевидно. Но дело в том, что этому есть свое объяснение. Каждый следующий президент, при каждом следующем президенте Украина все больше и больше попадала под внешнее влияние. Это да. Значит, недавняя история с колумбийскими наемниками усложнит дальнейшее наемничество из Колумбии и ухудшит отношения Зеленского с Густаво Петро? Или это так, литье воды? Нет, абсолютно не ухудшит, потому что на самом деле это же подается как частная инициатива. В Украине узаконено наемничество, еще в 2015 году принят закон. Поэтому в данной ситуации все для украинцев, для украинской стороны это все в рамках закона. Вот, а для колумбийской стороны это частная инициатива э, так, определенных граждан. Так, значит,
Так, был вопрос, вот здесь улетел в чате трансляции. Кость, правильно говорите, что начала развиваться интеллектуальное развитие Украины в 20 веке? Так получается, что это в колонии Российской империи? Нина спрашивает. Я всегда говорю о том, что Украина не была колонией Российской империи. Украина была сотворцом Российской империи. То есть Украина, Малороссия там, и прочее, как ее бы ни называли. Вот. Сотворцом империи была и советской. Вот. Ну, извините, в колонии ну, если бы Украина была действительно колонией, то не было бы там украинской партии или малороссийской партии при царском дворе в XIX веке, которая была влиятельнейшей, очень влиятельной и влияла на многие процессы политической жизни империи. Украинцы не были бы во главе коммунистической партии и советского государства на протяжении длительного времени. Вот, то есть всего бы этого не было. Вот. Так что я считаю, что это абсолютно иная форма. Это не колониальная форма. Тезис о колониализме вот относительно Украины, о том, что Украина была колонией, это достаточно поздний тезис, который был специально привнесен как один из идеологических инструментов. Николай, Константин Петрович, вы не раз говорили, что не понимаете в военном деле. Сейчас говорите, что Россия в тупике. На чем основано ваше утверждение? На тех данных, которые я слышу, в том числе и от российских экспертов. Вот, буквально дней 10 назад, или даже меньше, Рогозин, которого ну, как-то я не могу подозревать в том, что он не является экспертом в военной теме, вот, сказал об этом Не, тупике. подождите, от того, что ему прилетело в зад во время Ну и там что? Он празднования, сказал свое мнение. он не стал Я военным понимаю, экспертом, подождите. он работал Рогозин, длительное время в журналист оборонной бывший. сфере. Не, извините, он работал в оборонной сфере длительное время. Он позиционируется, на него ссылаются как на авторитет. Ну вот, в самой России ссылаются. У меня нет, значит, нет никаких аргументов для того, чтобы не считать его там, Слушайте, тогда, экспертом. подождите, тогда Николай Тищенко, который подарил кравчучку бабушке, он эксперт в логистике? В социальной сфере. В социальных вопросах. Да. Вот. Нет, ну, в данной ситуации Рогозин проработал в свое время на таких должностях, там, в оборонной сфере. Вот. Ну, так что он был допущен к государственной тайне в свое время. То есть он понимает, как функционирует военная сфера, оборонная сфера. Ну, так что то, что ему прилетело, еще ничего не арестовали, не посадили, Ну да. критиковали. Значит, спрашивает Жизель, Александр, как вы сами ответили бы на свой вопрос? Ну, смотрите, два варианта. Я бы не отвечал. А почему вы думаете, что вы должны отвечать на вопрос? Ну, смотрите, ну, это тоже как-то интересно. Я бы не отвечал на этот вопрос, да, написал бы в комментариях свой, чем и как призываю и вас заняться тоже, если в эфире или в записи смотрите эфир. А во-вторых, смотрите, из того, что есть, если прям брать выбор без выбора, да, то я считаю, что именно идеологию можно уступать. То есть в любом случае этим азовцам надо сказать, вы молодцы. Ну, не оставлять идеологию страны, да, но не искоренять ее, а соработать с ней. Поэтому я бы проголосовал за первый вариант. Потому что все остальные варианты, я согласен, УПЦ нельзя. Это русский язык, это невозможно, чтобы был только украинский на территории Украины. Любой. Нам львовяне об этом с этим, как его, Капрановым доказывают. Ну, то есть это невозможно. Ну и Зеленский президент, извините, ну это нет. А вот если выбирать из зол 4, которые я представил, вы меня спрашиваете, я бы вот все-таки, если прям выбирать, да, то вот с идеологией всегда можно работать. Ее можно подчинять, переподчинять, менять, но или там не травить. А из этих вариантов тут один самый безобидный это вот этот, потому что он гуманитарный. Ну, это мое такое мнение. А, Так, друзья, шум будет, не будет сегодня, будет в пятницу. Так. Ну вот, да, в принципе, я дал ответ на вопрос, если вы хотели. Так.
Рогозин, ну понятно, люди. Друзья, всем большое спасибо. Всем большое спасибо за то, что посмотрели этот эфир. Благодарю за то, что посмотрели. Вот, как бы тут опять Константина Петровича сегодня меня за опрос, да, потому что люди не хотят думать, да, они хотят вот, о, все не нравится, до свидания. А вас за тупик все тут как бы шеймят, да, говорят, Шейдер. Да, я же тоже знаю те принципы и те законы, на которых базируются рейтинги Арестовича. это да. Да, друзья, всем большое спасибо. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Да, спасибо, до свидания. А, До свидания и до новых встреч. Да, в следующую среду встречаемся с Костем Бондаренко. Спасибо большое, что ставите лайки или дизлайки ставите. В общем, за то, что вы не безразличны. А вот я считаю, что из небезразличия, ну, перемелется мука будет. Даже такие страшные вещи жернова времени перемелят. Берегите, главное, себя и друг друга, и не дайте себя перемолоть этим жерновом.